Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом вяленых помидоров. Покажу, как готовлю их я и расскажу все особенности, чтобы помидоры простояли всю зиму. Для приготовления вяленых помидоров отлично подходит сорт сливка. Помидоры нужно вымыть и обсушить, разрезаем их на половинки. Если томаты крупные, то разрезаем их на 4 части. Вообще для вяления можно использовать любые мясистые помидоры, не обязательно сливку. Сердцевинки у помидоров можно удалять, но я их оставляю. Мне такой вариант нравится больше. Вялить помидоры я буду в электросушилке, поэтому укладываем дольки на поддоны срезом вверх и близко друг к другу, так как во время сушки помидоры значительно уменьшатся в размере. У меня на канале есть еще один рецепт вяленых помидоров, по этому рецепту мнение сильно разделилось. Но могу сказать одно, что на тот момент у меня не было возможности вялить помидоры в духовке или в электросушилке, поэтому для меня тот вариант был вкусным, и я от него не отказываюсь. Ссылочку на рецепт оставлю в описании. Теперь помидоры нужно посолить. Я делаю это примерно на глазок. Солим так, как вы солите обычную яичницу. Далее посыпаем сахаром. Сахара нужно немного больше, чем соли. Теперь посыпаем смесью итальянских или прованских трав. Еще нужно было посыпать черным молотым перцем, но я это сделать забыла, поэтому буду добавлять его сразу в баночки. Вообще итальянские травы тоже можно добавлять сразу в банки, но я люблю, чтобы помидоры во время вяления напитывались этим ароматом. Теперь ставим поддоны друг на друга. Электросушилка у меня недорогая, от российского бренда Niton. В соотношении цена-качество это отличный вариант. Сушилка компактная, при этом очень вместительная. У нее целых 7 поддонов для сушки овощей, фруктов, мяса, грибов. Есть еще 7 сетчатых лотков для сушки мелких ягод и фруктов. Накрываем все крышкой и выставляем температуру. Здесь вообще все просто. Заказывала я эту электросушилку на Wildberries. Также ее можно купить на Озоне или на их официальном сайте. Все ссылки оставлю в описании. Теперь у нас есть время простерилизовать банки и прокипятить крышки. Еще нам понадобится чеснок, его нужно мелко нарезать. Я нарезаю обычно такими полосками. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Помидоры я вялила при температуре 60 градусов немного больше, чем 12 часов. Время вяления во многом зависит от размера помидорных долек. Помидоры должны получиться высушенными, при этом эластичными. Посмотрите, дольки хорошо гнутся. Теперь на дно баночки кладем немного чеснока и плотно укладываем вяленые помидоры. Где-то в середине можно еще положить чеснок и добавить молотый черный перец или смесь перцев. Затем до верха укладываем помидоры и сверху еще немного чеснока. Теперь все это заливаем разогретым оливковым маслом. Можно брать и обычное подсолнечное, но обязательно рафинированное. Далее затягиваем горячей крышкой, переворачиваем баночку и оставляем до полного остывания. Важный момент: масло должно быть горячим, но не кипящим, оно не должно дымиться. Если вы зальете помидоры кипящим маслом, то они сразу же сгорят. Знаете, как лук на сковородке чернеет? То же самое произойдет и с помидорами. Из 3 кг 650 грамм помидоров у меня вышло 5 баночек объемом 250 мл. Отлично хранятся такие вяленые помидоры в прохладном месте, я их храню в холодильнике. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал, здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!